Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие раки, я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Да, дорогие друзья, знаю, что энергии много, шарашит, придется преодолевать внутренние какие-то кризисы или барьеры, да, придется принимать решения, действовать в конце концов, или же не действовать. Здесь, конечно же, у каждого будет своя такая история, которая однозначно, пережили вы в апреле или не пережили, куда вы идете вперед, какая у вас цель по жизни, или же этот месяц вы будете спокойно отдыхать. В этом тоже нет ничего плохого, потому что сил у всех по-разному. Начало года очень интенсивное, я бы так сказала, заставило повыживать многих, и поэтому если в этом мае вам захочется расслабиться и отдохнуть, то это понятно. Но все-таки я призываю вас, конечно же, быть активными и быть продуктивными, потому что все-таки Тельцовский месяц располагает к тому, чтобы работать, но не торопливо, достигать каких-то своих целей и вершин, но без такой энергии, знаете, без такого, что прям вот без сил. При этом первую неделю мая советую отдохнуть, завершить лунный цикл, и это очень хорошо, это очень нормально, потому что апрель был реально сложным и тяжелым, потребовал много сил, много принятия решений, поэтому, конечно же, первая неделя мая до нового лунного цикла напаситесь терпением, отдохните, выспитесь, прогуляйтесь, напитайтесь энергией, природой, прогулками, да, встретитесь с друзьями. 8 мая у нас новый лунный цикл, начинается с новолуния, естественно, как всегда. И здесь, конечно же, прекрасное активное время для работы. Если вы меня спросите, неужели первую неделю мая работать нельзя, не получится и так далее, конечно же, вы можете работать, но будет на небе квадратура Плутон с Венерой, и здесь, конечно же, сложно будет решать какие-то финансовые дела, плюс это не просто квадратура, Плутон у нас в настоящий момент, вот прямо сейчас, на эту дату, он остановился и в течение первой недели развернется и идет в ретроградное движение. Поэтому, кто может, у кого в натальной карте сильный Плутон, сильная Венера, вам нормально. Кто привык по жизни быть таким ярым бизнесменом, решать финансовые вопросы, тогда, конечно же, на фоне того, что есть на небе вокруг, среди праздников, среди выходных, сможется поработать, естественно, закрыть все вопросы, которые нужно, закрывайте. Энергия, знаете, она такая остановилась и ждет. То есть, если вы ей воспользуетесь, она будет работать на вас. Если же вы боитесь, и вам страшно, вы переживаете, не знаете, что делать, тогда подождите. Подождите и уже будете разбираться со старенькими вопросиками. Плутон развернется уже после, как говорится, новолуния, в новом лунном цикле. Поэтому решать какие-либо финансовые вопросы в принципе, можно в первую неделю, уровень заработной платы в том числе повышать. Кому-то захочется поменять работу, в том числе, и это нормально, почему нет? Здесь главное понимайте и четко и рационально подходите к этому, потому что Венера все-таки тельцовская, подходит с рациональной точки зрения ко всему, да, не просто хочу, не хочу, да, нравится, не нравится, конечно же, это оптимальный фактор, но еще с точки зрения выгоды, личных выгод, у каждого они, естественно, свои, какие у рака личные выгоды, это все личные выгоды, да, чтобы нравилось, чтобы душе было комфортно, чтобы была перспектива, на основе которой вы можете расширять свою жизнь, семью и так далее, для того, чтобы была стабильность, и, естественно, это еще было не за бесплатно, да, а за хорошую прибыль. Поэтому, да, раки, вы любите, если брать, то по максимуму, поэтому действуйте, не стесняйтесь, не сидите, если вы чувствуете, что прямо у вас энергии очень много. Понимаете, что на планете 700-800 миллионов раков,
И здесь у каждого свой индивидуальный, естественно, гороскоп в том числе, у каждого индивидуальные транзиты. Здесь еще нужно смотреть, кто у вас по управителям, каких домов Плутон и Венера, для того, чтобы сказать, где четко проиграется у вас, конечно же, эта самая квадратура в первую неделю мая. Что у нас еще дальше? Новолуние 8 мая, новый лунный цикл, новолуние в Тельце, прекрасное оптимальное время для работы. На небе еще действует соединение Юпитер с Ураном, поэтому кто хотел запускать новые проекты, действовать четко, продуктивно, ребята, дерзайте. И вторая и третья неделя активны для работы. Это набирающий мощь и активность лунный цикл. Полнолуние будет 23 мая, полнолуние будет в Стрельце. Поэтому что, вторая неделя прекрасна для работы, для активности, для договоренности. Я вообще считаю, что вторая неделя просто классная неделя для работы, для активности. Вообще, в принципе, в мае будут такие силы работать, потому что еще у нас с вами с начала мая Марс перешел из знака Рыб в знак Овен, и активность будет такая идти, захочется прям достигать, делать, совершать. Поэтому здесь ни в коем случае не стесняйтесь, но еще раз понимайте, если вам захотелось отдохнуть, отдыхайте, получится хорошо, получится продуктивно. Все в зависимости от того, кто на каком уровне развития, кто какие планки в принципе брал. Но вторая неделя классно для продуктивной, четкой, вообще весь май в принципе, если работать медленно, но верно, без каких-либо жестких всплесков энергии. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что вторая неделя классно для работы, для коммуникации, для общения, для поездок, для путешествий, в том числе запускать новые проекты, пробовать что-то новое. Да, пока на небе у нас есть соединение Юпитер и Уран, нужно желательно запускать, продлится эта история у нас до конца мая. Уже хоть и разъезжается аспект, но все равно он работает, и периодически планеты к нему подкатываются, и он становится все активнее. Да? Детки, конечно же, которые родятся в этот период времени, будут, ох, с каким характером. Это дети, которые будут идти к своим целям, к своим вершинам, которые будут по жизни идти, и им это будет нравиться. Они такие прям живчики, они прям такие тельцы. Даже те, кто родятся уже, когда наступит близнецовское время, это будет прям очень-очень хорошо. Поэтому все, кто родятся в это время, у них, конечно, задачи по жизни кармические будут непростые. Это вырастут все мамины помощники, неважно, это девочки или мальчики, но это очень классные персонажи, у которых, конечно же, будет очень много в жизни всяких историй. Истории эти не будут простые в том числе, но они будут с ними разбираться. У них будет силы для того, чтобы с этими историями совладать. Поэтому, ребята, да, не бойтесь, если вы, дорогие беременяшки, собрались рожать, или вам говорят, родишь в мае, будешь всю жизнь маяться. Нет, если вы с прогрессивными взглядами на жизнь, все будет прекрасно, потому что все-таки на небе аспекты на развитие, на прогресс, на мудрый прогресс, я бы так сказала, потому что Юпитер в соединении с Ураном, все-таки вот этот Юпитер, он мудрости придает, вот этой вот безбашенности и быстрым взлетом Урана, поэтому Уран же это не просто взлет, это взлеты и падения, поэтому здесь все-таки преобладает мудрость. Третья неделя у нас есть небольшой такой фактор. Меркурий у нас становится в квадратуре с Плутоном с 15 мая по 21. Здесь, конечно же, можно сказать, что это такой момент сложноватый. Но Меркурий планета, которая в принципе любит сложности. Так задумано природой, что все знания должны даваться тяжело, тогда мы их ценим. Если нам знания даются легко, мы их не ценим, мы потом выбрасываем дипломы, мы не считаем свои знания какими-то важными и ценными, мы ими пренебрегаем. Поэтому эта квадратура, я не скажу, что она будет сложная,
нет, что она какая-то плохая, однозначно нет, наоборот, она классная, совпадает со многими циклами сдачи экзаменов, хорошее время для учебы, для защиты каких-то дипломных работ, для обучения, переобучения в том числе. Но Меркурий же не ретроградный, это прекрасно. Меркурий активный, работает, занимается, поэтому все. Здесь ни в коем случае не сидим и не хнычем, что вот такие сложности у нас будут, что у нас знания не будут к нам идти так легко. Да, знания не будут даваться легко, нужно будет потратить время, потому что на момент квадратуры Меркурий уже будет в Тельце. А это говорит о том, что для того, чтобы докопаться до знаний, нужно прям выделить себе время, сесть, посидеть, и эта информация заложится на века. Поэтому это продуктивный Меркурий, да, не такой быстрый и ловкий, как огненный или воздушный Меркурий, да, когда все схватывается на лету. Но зачастую те, у кого Меркурий находится там в Близнецах, в Водолее или в Весах, они не ценят тех знаний, которые у них есть. Да? Они считают, ой, да ладно, подумаешь, я это знаю, ничего важного. Да? Поэтому, ребят, спокойно занимайтесь, пересдавайте экзамены, занимайтесь учебой, аттестацией и тому подобное, уделите себе время, у вас это явно получится. Единственное, внимательнее нужно быть за рулем, потому что все-таки аспект такой активный, мощный и напряженный. Ну, естественно, в коммуникации. Получится общаться как раз-таки с сильными, с деловитыми. Простые связи и контакты просто будут не выдерживать вот этого общения. Поэтому это очень такой продуктивный отрезок времени в мае, когда я бы все-таки потратила на работу. Все-таки это еще растущий цикл, и здесь прекрасно действуйте. 23 мая у нас с вами полнолуние в Стрельце. И это такая вот история, когда очень много возможностей, очень много интеллектуальных возможностей, много открытия для путешествий, поездок, то есть много перспектив, да, дает это полнолуние, поэтому плюс-минус 3 дня в это полнолуние, если вы совершите какую-нибудь поездку, командировку, в том числе повышение знаний, хороший для этого период, хорошее время, ни в коем случае не оставляйте это время просто так. Не скажу, что финальная неделя у нас мая будет такой плохой, уходящий лунный цикл и тому подобное. Нет, неделя, тем не менее, все равно классная, потому что у нас с вами там подгребает к концу мая. Солнце встает в соединение с Венерой, уже Солнце перешло в Близнецы, естественно, да? Юпитер с Ураном в таком дальнем соединении, плюс к Урану подгребает все-таки Меркурий, когда знания, внедрение знаний будут приносить такую неплохую прибыль. Поэтому здесь, конечно же, я еще раз говорю, что у нас май это не просто такой месяц действий, это месяц, когда мы можем получить всю ту прибыль, ради чего, собственно, трудились и пахали весну, ради чего выживали зиму, да? То есть за что держались, за что боролись и старались там 23-22 год, да? Что пытались выдержать на плаву. Поэтому здесь, конечно же, вот май – это тот месяц, когда на небе очень много благоприятных аспектов, но есть шанс залениться, когда очень много благоприятных аспектов для работы, знаете, такое ощущение, будто бы нас это расслабляет, да? Плюс еще фактор такой погоды, плюс еще фактор солнце начинает светить ярче, и уже не хочется столько времени уделять там работе, продуктивности, хочется расслабляться, и мы так невзначай начинаем расслабляться, и уже такое настроение у нас нерабочее, да? Но все-таки май прекрасное время для работы. Последняя неделя мая, конечно, солнце уже переходит в Близнецы, уже чувствуется такая более вальяжность, более свобода, и хочется так вот уже все, погулять. Не гуляйте, оставьте это время для работы, помните, что лето будет сложнее, чем весна, при всех сложностях весны. Весной все приложенные силы, они будут давать выхлоп. Летом же нужно будет прикладывать силы еще больше. А осенью придется прикладывать сил в 10-кратно, наверное, я бы сказала, больше, потому что, ребята, у нас там с вами и коридор затмений, в конце лета у нас ретроградный Меркурий, у нас возвращаются из ретроградного движения
и Сатурн, и Плутон, и там у нас в ретрограде Уран, и Нептун. То есть у нас опять конец года, и у нас опять много ретроградных планет. Поэтому не стращаю, просто говорю о такой перспективе на этот год. Постарайтесь в этом мае первую недельку отдохнуть, напитаться сил, вот хочется отдохнуть, знаю, что устали, ну так расслабьтесь и отдохните. И потом уже, естественно, работать. Что касается любовных отношений, сложности в любовных отношениях, здесь, конечно же, первая неделя мая, потому что все-таки Плутон в квадратуре с Венерой, такая энергия, когда отношения встанут, я бы так сказала, колом, да, когда захочется выяснить эти отношения. Но это аспект бизнесменов, либо разрушенных отношений, где кто-то над кем-то властвует. Поэтому не властвуйте, подождите, пройдет этот аспект, и уже с новолунием, кстати, с новолунием он отвалится, и уже перенесите сложные, мощные разговоры на более спокойный такой период и поговорите обо всем во время, когда уже эти аспекты не будут иметь такую силу. Поэтому, что касается еще каких-то мощных, активных всплесков энергии, так я не скажу, что будет как-то сложно. Конечно же, в момент полнолуния захочется выяснить отношения, сказать, кто здесь умный, кто здесь прав, потому что у нас все-таки полнолуние будет в Стрельце. Не пылите, не ругайтесь. В отношениях оно же всегда, ты хочешь быть либо прав, либо счастлив, поэтому выбирайте счастье. Пройдет буквально плюс-минус несколько дней от полнолуния, и захочется забыть все эти истории, где захотелось быть правыми. В отношениях это вообще всегда такая история. Правда и любовь, они вообще на разных берегах, они даже в разных домах натальной карты находятся, поэтому выяснять здесь абсолютно нечего. Правым можно быть вообще где угодно, в отношениях нету такой градации, ты прав или ты не прав. Да? В отношениях там совершенно другая сонастройка, и вы, дорогие раки, это знаете. Дорогие мои любимые раки, вот такой гороскоп на ваш май 2024 года. Я надеюсь, он будет для вас продуктивным, не напряженным. Вы в этот месяц и отдохнете, и заработаете, и кто-то начнет свое дело жизни, кто-то продолжит заниматься тем, что он всегда хотел заниматься. Да? И это на самом деле хорошо. Действуйте в этот продуктивный месяц, потому что энергия мягкая, приятная, и, по крайней мере, нет никаких отягощающих аспектов для того, чтобы не действовать. Кроме лени, естественно, лень всегда живет в нас, и она сильнее зачастую оказывается. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Самых отважных жду на консультации. И в конце ролика, как правило, актуальные видео, которые вы можете посмотреть, опереться на них и принять верное решение. Ребят, ну увидимся с вами в следующем месяце. Пока-пока.